Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я пеку необыкновенно вкусный и очень-очень сливочный пирог «Молочная девочка». Делается это тесто буквально за 5 минут, плюс время на выпечку, без миксера. Печется из самых простых и доступных продуктов. На форму 18 см мне понадобится 1 банка сгущенки, 380 грамм. Туда же я добавляю сейчас 2 яйца среднего размера комнатной температуры. Яйца примерно по 50 грамм, без скорлупы у них вес. Все это перемешиваю, добавляю туда 100 грамм растопленного сливочного масла, но не горячего. Также перемешиваю, то есть делается это все даже без миксера, как вы видите, просто венчиком. 190 грамм муки здесь у меня, 2 чайные ложки без горки разрыхлителя, примерно около 6 грамм здесь будет разрыхлителя. Все это я просеиваю сейчас в эту жидкую смесь. Духовка у меня уже разогрета на 175 градусов Цельсия. Все это сейчас основательно перемешиваю. У меня такая форма высокая будет достаточно и узкая, то есть 18 сантиметров. Вы можете также делать и на 20 сантиметров, и даже на 22 сантиметра. Просто пирог у вас будет пониже. И чем шире форма, тем быстрее будет выпекаться ваш пирог. Форму дно я только застелила пергаментом. Бока ничем не смазываю. Они прекрасно также будут отставать, потому что масла много и прекрасно отделяется от формы. Выпускаю лишний воздух. Убираю сейчас выпекаться примерно на 40 минут. 35-40 минут. Потому что у меня форма узкая. Если у вас форма будет шире, конечно, выпекается он быстрее. На среднем уровне без конвекции выпекала. Он хорошо очень подрумянится. Он станет таким прямо хорошо зарумянившимся, этот пирог, потому что он содержит в себе много сгущенки и сливочного масла. Идеальные бока у него получается, он очень-очень вкусный. Именно сливочный такой. Его можно использовать как коржи для торта. Эти коржи тогда следует пропитывать. Но и как самостоятельный десерт его можно просто подавать, вот есть как самостоятельный десерт. Сделаю быструю помадку для него. 100 грамм здесь у меня сахарной пудры. И в зависимости от консистенции, которую вы хотите сделать у этой помадки, добавляю примерно 2-3 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока. Добавляю весь остаток лимонного сока. Все это перемешиваю до однородности, чтобы не было комочков. И сразу же ничего не жду, иначе эта глазурь сейчас сразу будет застывать. Сразу же наношу ее на пирог. Пирог, естественно, сразу отвечаю на вопрос в комментариях, должен быть полностью остывшим, иначе глазурь у вас просто сползет с этого пирога. Разравниваю, она на этом этапе еще очень хорошо разравнивается. Делаю такие подтеки. Сразу говорю, кто увидит сходство с куличом у этого пирога сейчас, потому что глазурью покрыла, абсолютно он не похож на кулич по вкусу. Это очень сливочный, такой насыщенный на вкус пирог, но не кулич, то есть даже абсолютно не кулич. Посыпаю просто посыпкой, это на ваше усмотрение. Выкладываю здесь фрукты. Пирог, как я уже сказала, получается необыкновенно вкусным. Проверяйте его на сухую шпажку, то есть не давайте ему сильно зажариваться в духовке. Он не должен стать у вас сухим. Если будете использовать его как коржи для торта, эти коржи следует пропитывать. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.